Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать нежные красивые цветочки 3D с бисером. Моя авторская разработка. Крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Бисер у меня крупный, неровный. Обращаю ваше внимание, что перед началом работы я бисер нанизываю на рабочую нить. Можно взять бисер буквально любого цвета. Приступим к работе. Начинаю выполнение с 6 воздушных петель, замкнутых кольцо. Выполняю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ввожу крючок в первую воздушную. Выполняю соединительную. Далее приступаю к выполнению первого ряда. Первый ряд — это столбики с накидом, с бисером и без. Я выполняю 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют 1 столбик с накидом. Далее подтягиваю бисер, который предварительно мы с вами нанизывали на рабочую нить, и выполняю первый столбик с накидом именно с бисером, да? Выполнили. Далее выполняем столбик с накидом без бисера. Далее столбик с накидом с бисером. Далее столбик с накидом без бисера. Далее столбик с накидом с бисером. Далее без бисера. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Чередуем столбик с бисером и без бисера. Всего мы должны с вами выполнить 18 столбиков, 9 из которых с бисером, 9 без бисера. Напоминаю, что один столбик без бисера у нас заменен 3 петелечками подъема. Я завершаю выполнение первого ряда. Ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема. Обращаю ваше внимание, что ряд у меня завершен столбиком с бисером. Ввела в третью воздушную и соединительную. Мой первый ряд завершен. Напоминаю, что всего я выполнила 18 столбиков, 9 с бисером, 9 без бисера. 1 столбик без бисера у меня заменен 3 воздушными петелечками подъема. Далее я выполняю 2 воздушные петли, подтягиваю и буду провязывать полустолбики с бисером. Очень внимательно я выполняю накид на крючок с бисеринкой, ввожу крючок в эту же вершинку. Ну, в данном случае это у нас с вами петелечка подъема воздушная, да? То есть ввожу крючок, выполняю полустолбик. Далее накид и в следующую вершинку я выполняю 2 полустолбика. 1, подтягиваю бисеринку, 2. И так чередую. В следующую вершинку я провязываю 1 полустолбик с бисером, в следующую 2. Раз, 2. И в следующую 1. Так мы с вами чередуем до конца нашего ряда. И обращаю ваше внимание, мы не довязываем 2 вершинки. Вместе с вами я провяжу эти 2 вершинки и завершу выполнение ряда. Мы с вами завершаем выполнение нашего ряда полустолбиков. И, как и договаривались, не довязали 2 вершинки. Обращаю ваше внимание, что в эти вершинки я провяжу по одному полустолбику с бисером. Вот таким образом.
Всего у меня должно получиться 26 полустолбиков. Я в следующем ряду буду выполнять арочки, и мне просто нужно четное количество моих полустолбиков, то есть четное количество вершинок. Я выполнила все полустолбики. Напоминаю, всего у меня должно получиться 26 полустолбиков. Можно по бисеринкам посчитать. И далее я завершаю выполнение ряда, пропускаю воздушные, ввожу крючок в вершинку полустолбика первого, выполняю соединительную, ниточку хорошо подтягиваю. Мой второй ряд завершен, и я приступаю к выполнению третьего ряда. Воздушная. В эту же вершинку ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Далее арочка из 3 воздушных. Пропускаю вершинку, в следующую вершинку столбик без накида. Далее 1, 2, 3, пропускаю вершинку, в следующую столбик без накида. И так я выполняю до конца моего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение третьего ряда нашего цветочка. Это ряд арочек. И я выполнила 3 воздушные, пропускаю воздушную петлю, ввожу крючок в вершинку столбика без накида, выполняю соединительную. Повторюсь, мой третий круговой ряд завершен. И я могу приступить к выполнению четвертого ряда. Обязательно себя проверьте, у нас должно получиться 13 арочек. И приступаем к выполнению четвертого ряда. Для этого я ввожу крючок в воздушную петлю, выполняю соединительную, далее выполняю воздушную и под арочку провязываю столбик без накида. Далее буду выполнять арочки из 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида под арочку. Все очень просто. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида под арочку. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида под арочку. Итак, мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение четвертого ряда, пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика, выполняю соединительную. Мой четвертый ряд цветочка завершен, и я могу приступить к выполнению пятого ряда. Пятый ряд это тоже арочки, и я ввожу крючок воздушную, выполняю соединительную. Мы с вами переходим к началу ряда. И еще одна соединительная в следующую воздушную. Далее воздушная петля. Под арку ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Далее будут арочки из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и столбик без накида. Так мы с вами выполняем наши арочки до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Напоминаю, мы с вами выполняем пятый ряд нашего цветочка. Я завершаю выполнение пятого ряда, пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида и выполняю соединительную. Мой пятый ряд готов, и я могу приступить к выполнению шестого ряда. Вот такой у нас уже цветочек. Серединка нашего цветочка, можно точнее сказать, получилась очень нежно, красиво, с бисером и ажур, да, за счет арочек. И теперь мы приступаем к выполнению последнего шестого ряда. Это ряд лепестков и навязок. Смотрите, я начинаю выполнение с соединительной под арку и подтягиваю.
Далее я выполняю 3 воздушные петли и хорошо вот таким образом их подтягиваю. Далее я буду провязывать столбики с накидом, с бисером. Я подтягиваю бисериночки и выполняю столбики с накидом. 5 штук. Накид, ввожу крючок под арку, выполняю столбик с накидом, с бисером и на вершинке пико из 3 воздушных. Выполнили первый столбик. Далее выполняем второй столбик. И обязательно пико не забываем из 3 воздушных. Все столбики мы с вами, давайте ниточка расслоилась, повторим выполнение, чтобы у нас все с вами красиво и аккуратненько было. 3 воздушные и соединительная. Помним, да, как вяжется пико. Сейчас я покажу более медленно. Накид с бисеринкой, это 3-й столбик. Раз, два, три. Далее я ввожу крючок в вершинку и захватываю нить столбика. Вот таким образом соединительная. Пико готово. Это у нас 3-й столбик. Далее 4-й. Напоминаю, всего мы выполняем 5 столбиков. С накидом и с пико. И 5-й. Выполнили. Вот таким образом мы с вами выполнили 5 наших столбиков. Далее очень внимательно я подтягиваю еще одну бисериночку и буду выполнять полустолбик. Вот таким образом, тоже с бисеринкой и пико. Пико, смотрите, захватываю вершинку и здесь нить вот с бисеринкой захватываю. Вот таким образом выполняю пико. И далее под эту же арочку выполняю столбик без накида. Далее я приступлю к выполнению навязочки. Давайте сначала посмотрим на наш вот такой лепесточек. Прежде чем продолжить, мы с вами должны определиться, где будет выполнена наша навязочка. Смотрите, вот наш лепесток. Далее мы под лепестком видим вот столбик без накида. И вот вершинка нашего полустолбика свободная. И мы смещаемся на одну арочку. Вот таким образом. И именно вот в эту свободную вершинку будем провязывать столбик без накида. Можете зафиксировать маркером, но мне, в общем-то, это видно. И теперь смотрите, я выполняю 1, 2, 3, 4, 5. То есть выполняю арочку из 5. Еще раз повторяем. Вот наш лепесток, столбик. Мы опускаемся под столбик и смещаемся. Я ввожу крючок в вершинку вот таким образом и выполняю столбик без накида. Здесь все просто. Подтягиваю. Далее я выполняю воздушную и разворачиваю. У меня получилась вот такая арочка. Так она по лицевой стороне смотрится, видите? И теперь я буду под нее провязывать полустолбики с бисером. 5 штучек. Мы с вами подтягиваем нашу бисеринку вот таким образом. Захватываем рабочую нить за бисеринкой. Ввожу крючок и полустолбик. Опять подтягиваю. Видите, немножко по-другому у нас с вами. Нам нужно, чтобы наши бисеринки были
на лицевой стороне цветочка, но к нам это будет изнаночная сторона. То есть я захватываю за бисеринкой и провязываю 2, 3, 4 и 5. Все очень просто. Мы с вами выполнили 5 полустолбиков. Далее я работу разворачиваю, ввожу крючок под арку. Теперь очень внимательно выполняю столбик без накида. Далее 2 воздушные. Далее опять буду выполнять точно такой же лепесточек. И мы с вами начинаем выполнение наших столбиков с накидом. Я начну выполнение нашего лепесточка, вы продолжите самостоятельно. И мы еще раз с вами повторим выполнение наших навязочек. Накид, ввожу крючок под арку, выполняю столбик с накидом и пико. Далее накид с бисеринкой, под арку и пико. И так далее. Все точно так же, как мы с вами выполняли в нашем первом лепестке. Вы выполняете лепесточек самостоятельно. Далее я с вами выполню еще одну навязочку. Мы с вами выполнили наш второй лепесточек. Напоминаю, что мы завершили выполнение столбиком без накида. Столбики без накида у нас с вами выполняются без пико. И теперь я приступлю к выполнению навязочки. Я выполняю арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее здесь все очень просто. Мы просто с вами, вот наша следующая арочка, я ввожу крючок в вершинку полустолбика, вот таким образом, и выполняю столбик без накида. Далее воздушная и работу разворачиваю. И начинаем выполнение, как и ранее, наших полустолбиков с бисером. Бисер я подтягиваю, нить захватываю за бисеринкой и провязываем 1, 2, 3, 4 и 5. Выполнили. Видите, да? Далее я работу разворачиваю, под арочку ввожу крючок, выполняю столбик без накида и 2 воздушные. И далее опять же приступаю к выполнению, ну, точнее продолжаю выполнение лепестка. Накид, столбик с накидом, с бисеринкой и пико. Далее вы будете продолжать выполнять самостоятельно наши лепестки и навязки. И я покажу, вот уже у нас хорошо виден наш 3D формат. Получится очень нежный, красивый и аккуратный цветочек. Мы завершаем выполнение нашего цветочка. Мы выполнили все лепестки, все навязки. Вот такая у нас с вами 3D красота получается. И для завершения, после того, как я выполнила навязку, видите, вот я завершила выполнение навязочки. Очень внимательно я ввожу крючок. Вот мои 3 воздушные петли подъема. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку.
выполняю соединительную. Подтягиваю. Мой круговой ряд завершен. Я выполняю воздушную, ниточку обрезаю и хорошо-хорошо подтягиваю. И вот такая красота у нас с вами получилась. Очень нежный 3D цветочек с бисером. Центр цветочка можно украсить любым кристаллом, бусинка, то есть все зависит от вашего желания. Опять же, где вы будете использовать для декора, для создания, может, какой-то композиции. Вот видите, просто бусинку можно побольше, немножко поменьше. И я покажу еще наш с вами цветочек. Я оставлю бусинку. Я покажу точно такой же цветочек, просто в другом цвете я делала, видите? Бежевый с розовыми бусинками, тоже очень нежно и красиво смотрится. Бусинку можно подшить. И в этом случае я тоже хотела показать, можно, смотрите, украсить бусинкой. Можно украсить, у меня есть вот такая пуговичка небольшая, подшить. Опять же, все зависит от вашего желания, фантазии. Мы убираем с вами ниточки, подшиваем бусинку в центр. И еще раз посмотрим, что у нас получилось. Этой ниточкой можно бусинку подшить, можно просто убрать и оставить наш цветочек без бусинки в центре. Я убрала ниточки, подшила бусинку и хочу показать размер моего цветочка. 9 сантиметров получился цветочек в диаметре. С моей плотностью и из моей пряжи. Естественно, у вас может получиться немного больше, немного меньше. И вот такая нежность, красота у нас получилась. Изнаночка. И второй цветочек. Здесь я не стала ничего подшивать. Он смотрится нежно, красиво тоже и необычно. Огромное спасибо, что ставите лайки. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось, где вы планируете использовать такую красоту. До новых встреч, творческих вам успехов и, конечно же, огромное спасибо, что вяжете вместе со мной.